Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. 63-летний Тариэл Аниани, пообещавший устроить своим молодым претендерам ад, по-видимому начал с 40-летнего батумского вора в законе Мин Дии Горадзе, более известного в криминальных кругах как Лавасоглы. Мин Дии разом припомнили все грехи, которые раньше предпочитали не замечать. Из когорты воров, коронованных в период смуты, то есть после убийства Хасана и до возвращения из Испании Шакра, Лавасоглы зарекомендовал себя одним из самых активных. За свою 9-летнюю карьеру Горадзе поучаствовал, по меньшей мере, в 8 конфликтах в роли либо обвинителя, либо палача. Воровская судьба сталкивала Мин Дию лбами с такими ворами, как Джейран, Тарзан, Аслан и Кушнер, и всегда выводила победителем. 3 дня назад Лавасоглы жирным шрифтом вписал свое имя в историю, оставив не вором самого Тариэла Аниани. Теперь апогей активности Мин Дии может ознаменовать начало его конца. Как по команде, на Горадзе обрушился шквал обвинений, несовместимых со званием вора. Начиная с того, что Лавасоглы прежде, чем войти в семью, не был профессиональным преступником и не изъявлял желания им становиться. Вместо этого, добиваясь успехов на борцовском ковре, он поднимался на пьедестал почета и получал медали разного достоинства под звуки национального гимна, что по идее ставило крест на любых его дальнейших поползновениях в сторону уголовной элиты. Громче всех в адрес Мин Дии выражает свое недовольство его земляк Энса, который и раньше ругал Горадзе, но в своей критике не был так востребован, как сейчас. Помимо обвинений в присвоении Мин Дии причитавшейся Энса доли, по сути крысятничестве, тот прямо называет Лавасоглы замусоренным проектом грузинской мечты, партии власти Бедзина Иванишвили. По словам источника, под началом Мин Дии в Грузии формировались штурмовые бригады из физически крепких парней, разбиравшихся с неугодными правящему режиму. Что касается самого Мин Дии, в местах заключения за ним закрепилась репутация беспредельщика, то есть заключенного, выходившего за рамки своих полномочий и поднимавшего руку не только на мужиков, но и на блатных. На самом деле, косвенным подтверждением возможного наличия у Горадзе политических связей является ряд пустых попыток привлечь его в Грузии к уголовной ответственности, в том числе за обладание воровским титулом и вымогательство. Говорят, в своем стремлении угодить власти Лавасоглы недавно отличился и на Украине, когда вразрез прогону о недопустимости для преступников брать в руки оружие, подогревал антироссийские настроения и лично обзванивал лагеря, призывая идти на войну. К хору голосов, поносящих Мин Дию, присоединился даже Гела Кардава, которому Мин Дия в свое время пообещал прочистить дымоход той же метлой, которой Гела в Белоруссии подметал запретку. По словам Гелы, не он, а именно Мин Дия выполнял приказы белорусских силовиков, в том числе по очернению Гелы. Клан Аниани Джангвиладзе, из чрева которого в свое время вылупился Лавасоглы, давно точит на него зуб. Как сообщалось ранее, по конъюнктурным соображениям Горадзе откололся от своих крестных отцов и перешел под протекторат Шакра, похоже стоящего за конфликтом Тариэла и Мин Дии. Говорят, низложение Тариэла снова сплотило его с Мирабом, с которым последнее время он общался только через посредничество Шакра, и приоткрыло глаза на то, кто его подлинный враг. По словам источника, многолетние усилия Шакра по разобщению первых лиц клана Аниани Джангвиладзе принесли ему прямо противоположные плоды. По всей вероятности, в ближайшее время мир станет свидетелем показательной экзекуции, необходимой Тариэлу, чтобы вернуть пошатнувшийся авторитет.